Друзья, привет! Сегодня на канал возвращается столярное дело. Я доделаю проект, который начал больше года назад. Тогда же я в магазине Woodstock купил красивейший слэп Bubingo Sapele и задумал из него сделать журнальный столик. Выровнять заготовки мне помог мой друг Вадик, так как у меня не было рейсмуса, а у него их два. Один самодельный на основе фрезера, мне очень понравилась конструкция. Ну а второй уже рейсмусовый станок, который делает финишное выравнивание. Дерево очень красивое, и кто следит за каналом, знает, что штурвалы на 676 я сделал из остатков Bubingo Sapele. За последнее время я закончил два очень важных для себя длительных проекта, и теперь спокойно могу заниматься дальше 676. Скоро вас ждет новая серия. Кстати, хочу заметить, это дерево очень твердое и достаточно трудно обрабатывается. Подогнал доски в размер, по бокам приклеил профиль на силикон. А основания и края досок хорошенько промазываю разделительным воском. Задумка очень необычная, середину я хочу залить разными расплавленными металлами, ну а связующим будет эпоксидная смола. Я планирую заливать алюминий, латунь и медь. Температура расплавленного металла будет варьироваться от 600 до 1100 градусов. И чтобы не угробить красивейшую древесину, я решил снять гипсовые слепки с досок. Они будут в точности повторять их очень сложную форму. Гипс я покупал специальный литьевой, который используют скульпторы. Наверное, можно было бы обойтись и строительным для данных целей. Обошелся он мне где-то в 1000 рублей. А помогала мне моя несменная маленькая помощница. Сначала я залил гипсом середину, и на следующий день, когда он отвердел, я уже принялся снимать слепки с него. Те же самые процедуры, опалубка, разделительный воск. И еще раз повторюсь, чтобы гипс не протек при заливке, я все стыки герметизирую силиконом. Он потом очень легко отделяется от ЛДСП и от профиля. Это расходный материал. Если нет наличия разделительного воска, можно использовать обычный силикон, размешав его предварительно с растворителем до жидкого состояния. И уже этой смесью промазать все стыки, где необходимо разделение качественное. И в итоге я получил две точнейшие копии первоначальных досок, которые в последующем будут играть роль очень точной опалубки при заливке металлами. Гипс нужно обязательно просушить, сох он у меня где-то месяц в естественных условиях, пока я занимался другими проектами. А теперь наливайте себе кофе, я тоже совмещу приятное с полезным, начну плавить алюминий и одновременно сварю вкуснейший кофе. Так как плавильня получилась самая универсальная в мире и самая нержавеющая. Надо, кстати, попробовать ее как горн.
сюда, льем сюда, льем сюда, сюда, так вот. Слои металла очень хорошо сцепились между собой, но все равно действую очень аккуратно. Это мой первый опыт, для себя сделал несколько заметок, несколько ошибок у меня было. Во-первых, основания, которые я использовал, это газобетонные блоки, нужно было тоже хорошенько просушить. При заливке было видно, что в определенный момент металл просто взрывался, это очень опасно. Это и есть влага в этих блоках. Теперь аккуратно зачищаю и зашлифовываю неровности и лишние выступы, все-таки опалубка сделала свое дело. Получилось очень аккуратно и таких выступов очень мало. Решил устранить, запаять некрасивые трещины медно-фосфорным припоем. Также желательно использовать 3 разных тигеля, чтобы металл не смешивался. Чистой меди у меня так и не получилось, потому что я непрерывно плавил металл. За одним сразу следующий, и он немного у меня смешивался. Вот что предварительно получается. В принципе, металл достаточно точно повторил форму, но для себя я отметил определенные моменты, как это улучшить. И в дальнейшем я, как буду это повторять, я вам покажу и расскажу. Ну и дальше уже дело техники. Хорошенько зачищаю металл, чтобы блестел, так как после того, как мы зальем эпоксидкой, мы к нему уже не доберемся. Мне уже очень нравится то, что получается. Вижу, получится круто. Проверю, насколько хорошо все сопрягается. Ну, по-моему, великолепно. А столик будет увесистый, я вам скажу. И осталось выставить все в одной плоскости, и в принципе все готово к заливке. Есть, друзья, наконец-таки я закончил этот долгий проект. Напомню, начинал я его больше года назад. Мне мой друг Вадик помогал на рейсмусе выровнять доски, все остальное делал сам. Даже для этого столика пришлось еще несколько проектов реализовать интересных. В частности, вы видите, уже плавильня приносит свои плоды. Получилось безумно красиво. Давно я вынашивал эту идею, и, по-моему, на ютубе так еще никто не делал. Так что берите на заметку. Ну, я очень доволен. Я специально не покрывал лаком, потому что я глянец не очень люблю. Может быть, потом покрою матовым лаком, но надо придумать, как скомбинировать. Я хочу, чтобы центральная часть все-таки была блестящей, а дерево оставалось матовым. Друзья, ну, надеюсь, я поднял вам немножко настроение. Надеюсь, вы оцените. Хочу к вам обратиться. Мне сейчас очень туго финансово. Если есть возможность меня поддержать, пожалуйста, поддержите. Я очень стараюсь для вас, не скисаю. Даже брал рекламу, когда были предложения, но это дело не спасает. Очень туго сейчас без вашей поддержки. Ребятки, поддержите. Ну, а мы с вами скоро увидимся. Вас ждет еще много интересного. Я уже занимаюсь параллельно другими проектами и видео. Всем пока, друзья. Скоро увидимся. Моя прелесть.